Итак, всем добрый день, дорогие друзья. На главном аватаре Фортуна, древняя статуя ее. Кстати, вот именно такую хочу потом заказать, как только перееду, перевезу все. Если мне будет на это время, я хочу именно античную Фортуну. Такую не найдешь, конечно, ну вот как бы у скульптора, который мне сделал все эти красивые вещи. Вот я хочу именно вот такую вот. Именно такую сделать, которая на аватаре сохранила специально для этого. Дорогие друзья, я секунду отвлекусь. Мне нужно зайти сейчас в управление видео и отключить лайки, дизлайки, чтобы эти животноподобные существа не смогли потом снова, знаете, помешать прямому эфиру. Они специально накручивают лайки для того, чтобы сорвать эфир, а второй раз уже не получается. И еще раз хочу вам сказать, если эфир срывается, не нужно впадать в панику. Через минут 20-25 она загружается. Просто когда эфир срывают как бы, ну, специально, сейчас, секунду, то она загружается дольше, чем обычный эфир. То есть чат идет, понимаете, чат еще идет, а вот эфира нет, то есть он стоит. Поэтому вот на всякий случай это так на будущее. И второй раз уже на эфир не пускают, чтобы я по новой могла новый эфир загрузить. К сожалению, вот на новый эфир не пускают в этот день. И именно поэтому я больше не захожу туда. Это учтите на будущее. Сейчас я отключила лайки, дизлайки, проверю еще раз. И мы спокойно поведем эфир. Я раньше так делала всегда, а потом я про это забыла, что это надо делать. Ну все, видите, все, вот отключено, ничего нету, а следовательно, накручивать не получится. Ну а что делать еще этим несчастным существам, когда они видят, что у людей колоссальные перемены? Когда сами алкашня продают зажигалки и трусы, чтобы выжить. А кто им мешает вообще? Кто им мешал? Пока эти люди были здесь, пока эти люди вели себя достойно, у них жизнь была хорошая, и перемены у них были. Когда они себя начали вести как свиньи и надеяться на то, что теперь будет все хорошо, оказалось, что все плохо. Я вам еще раз говорю, все, идите уже со своими аутистами, надоели. Я думаю, что они больные люди, их надо лечить. Все, достали каждую минуту это спрашивать. Это болезнь. Что я думаю о них? Я думаю, что они больные. Даунизм, аутизм – это болезни. Для чего вы пришли? Чтобы я сказала, что они гениальны, что это гении, необычные люди? Я не скажу такую хрень. Это болезнь. Это люди, у которых ум работает по-другому. Это больные люди. И всю жизнь надо ими заниматься, если хотите, чтобы у них была более-менее полноценная жизнь. Что я скажу? Вот это я и сказала. Так вот, дорогие друзья, люди, у которых нормальная жизнь, согласитесь, они такой ерундой страдать не будут. Они не будут крутить там лайки, чтобы срывать эфир. Ну вот люди решили, мы будем все время срывать эфир, чтобы вот люди не знали о переменах. Ну какая разница? Я могу их загрузить, я могу их снять как ролики, загрузить. Прям вот смешно, реально. Вот детский сад, вот смотришь на них и думаешь, это дауны или как вообще понимать? Это смешно. Дальше давайте продолжим. У меня сегодня встреча с Ксенией. Вот. Так, одну секунду. Слушайте, мадам, какого черта вы кинули свою фотографию и дату рождения? Вы меня вообще не интересуете. Вот этот вот дебилизм я не могу понять. Берут, кидают фотографию и дату рождения. Для чего? Зачем мне это надо? Не таким образом люди приходят ко мне на консультацию. Они приходят, спрашивают, узнают, просят.
примут их или нет, потом уже только отправлять ваши фотографии. Нахрена мне они нужны? Зачем вы засоряете мой и так засоренный телефон своими фотографиями? Зачем? Я вообще знать не хочу больше слушать. Достали уже. Если по болезни пишите Яне, она берет фотографию, отправляет в общий чат. Вот я сейчас даже специально вам покажу. Вот это вот. Видите, специально. Вот сегодня еще отправили. Вот. Для дел. Значит, для детей. Вот я сюда кидаю. Здесь несколько тысяч уже за этот год собралось. И там уже я беру фотографии, начинаю работать. Есть такие существа, с которыми я начала работать, и они приходят, говорят, вот там перемены у нас случились, а вот уже вы начали работу или нет? Я им отправляю по новой СМС. Я говорю, читайте внимательно, что здесь написано. Ну, дайте фотографию, я в течение 2 месяцев помогу. Ну, 2 месяца прошло, как там? Ну да, есть перемены. Я просто думала, может, это совпадение. Я говорю, какие же вы моральные уроды. Я трачу на вас свое время, разбазариваю просто свою силу, а вы приходите и говорите, я просто не знала, вы уже начали или это совпадение. И вот иди после этого и помогай таким людям. Впредь буду очень строго просто с людьми, которые приходят по болезни. Надоели, потому что благодарности нету вообще никакой. Перейдем к хорошему. Вчера сорвали голосовые. Вот, и сегодня продолжим с вами. Правда, не помню, на котором мы остановились. Давайте сейчас, по-моему, 7 штук, что ли, мы там сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. Сейчас. Извините, почему-то продолжение не... Так. Здравствуйте, Инга. Здравствуйте, слушатели канала Инга. Ну, если повтор, Меня ничего. зовут Анжелика. Нет. Хочу поделиться с вами своими успехами, проводя ритуалы Инги. Извините, если буду говорить немножко не так, я просто волнуюсь немножко. Самый мой первый ритуал, который я провела, это ритуал намоложения с фотографией. Результат не заставил себя долго ждать. Минус 5-6 лет, это точно. Потом я стала проводить денежные ритуалы. 9 денежных узлов делала, ритуал на привлечение денег, на 100-рублевую купюру с медом, призвать халяву денег, денежные шепотки. Сначала начинала с простого и понимала, что этого мало и чего-то не хватает достичь желаемое. Изучая лекции, беседы, решила перейти на чистки. Поняла, что мне что-то мешает привлечь денежную силу. Во-первых, поменяла свои взгляды на жизнь. Перестала говорить слова типа «денег нет», «сегодня никак не получится». Стала уважать деньги и стремиться привлечь их в свою жизнь. Но не халявным способом, а зарабатывая их уважение и любовь. Но сначала надо было очиститься, открыть дороги, убрать денежный застой, накопившийся за много лет. Для этого я начала усердно проводить чистки себя дома, моего драгоценного жилища. Начала с простых ритуалов. Сжечь нищету, смыть нищету, соляной столб. Затем простые ритуалы, шепотки на привлечение удачи и денег. И снова через некоторое время чистки, ритуалы на удачу и деньги. И с каждым разом все сложнее и сильнее проводила ритуалы. Не то, что сильнее, а более сильные ритуалы. Ну, таких как, например, отвязаться от неудач до более сильной чистки возврата врагу. От нищенской доли, избавления от нищенской доли до масонской монеты. Проводя все эти ритуалы, я поняла, что не надо бояться их делать. Одно время на меня нашла какая-то хандра после чисток. Задавала себе вопрос, а мне это надо? Было такое ощущение, что все зря. И я получила очередной застой.
в делах, в деньгах. Пересилила себя и пошла дальше. Я объясню, почему это происходит. Сила, которая же, она не хочет уйти. Вы же для этой силы еда, понимаете, дорогие мои? Вот еда. И поэтому она не хочет лишать себя еды. Естественно, она внушает мысли. Зачем тебе это надо? Это все ерунда, все равно ничего не изменится, все равно смысла нету. И вот так до бесконечности, понимаете? Поэтому для того, чтобы все-таки окончательный результат наступил, вы должны эти мысли не то чтобы гнать, не бороться с ними. Вот они рождаются и умирают, эти мысли в голове. С ними и не бороться не нужно, и развивать не нужно, и что-то другое. Просто живем обычной жизнью, делаем дальше. 2-3 дня вот так мучает внутренне, а потом отпускает и уходит навсегда. Почему? Я вам объясняю. Потому что эти силы, они так добровольно и легко, это как плохой квартирант, которого ты не можешь выгнать. Они вас едят, они вашей энергетикой питаются на этой земле. Естественно, им невыгодно, чтобы вы поменяли свою энергию и стали более счастливым человеком. Им нужна ваша подавленность. Я же вам говорила, что злые силы питаются вашими отрицательными эмоциями, вашей болью, переживаниями, понимаете, подавленностью и так далее. И для того, чтобы они все время питались, они все время создают вокруг вас вот это ощущение. Все время безысходности, боли и так далее. И едят вас буквально, пьют вас. И когда вы начинаете от них избавляться, они начинают вам чинить препятствия. То есть показывать, мол, зачем вам это надо, это все фигня, ничего не изменится. Даже люди, у которых были очень большие перемены, потом начинали думать, мол, может, это просто так пришло, может, совпало, может, зря я это все как бы трогаю и так далее. Нет, не боритесь с этими мыслями. Просто дальше продолжайте вот так. Не люблю этот молодежный сленг, но я скажу, тупо продолжайте делать, не обращай на это внимания. Через пару дней оно исчезает, потому что вы их добили. То есть вы очистили свою жизнь от этой вот злой энергии. И через некоторое время все начинает раскрываться. Пойдемте дальше. Как бы не закончила. Почти за год изучения канала проведения ритуалов купила статую Фортуны, приобрела кольцо с алмазом в доме. В доме стали появляться новые вещи, обновила свой гардероб. И при всем этом я стараюсь не забывать, что я женщина, поэтому чередую денежные ритуалы. Стараюсь проводить ритуалы и на красоту, и привлечение внимания. Очень замечательной работой это «1001 ночь» богини Зекала на привлечение сексуальности. А чтобы снять усталость после трудовых будней, помогает шепоток очень хороший, сад Эдемский, рай земной. Я его уже почти наизусть выучила. Уважаемая Инга, для меня каждая ваша работа, каждый ваш ритуал – это как воздух. Он помогает мне жить, помогает радоваться жизни. Я вам за все благодарна. За ваши беседы, ритуалы и все. Низкий вам поклон. И я желаю всем, делайте, не бойтесь, стремитесь к лучшему. Того, чего я сейчас достигла по сравнению с прошлой моей жизнью, это только капля. И я стремлюсь к лучшему. Инга, низкий вам поклон. Всем удачи и всех благ. Спасибо. И вам спасибо. Так. Я чуть-чуть отодвигаю специально, чтобы отметить, где мы прослушали. Со всеми не здороваюсь, потому что записи включаю. Вот. Так что, дорогие друзья, как только у вас начинаются внутренние сомнения, знайте, это те силы, которые от вас не хотят уйти. И они будут вам внушать любые мысли, чтобы дальше вас съедать. Вот поэтому, дорогие мои, просто не боритесь с ним. Вот это будет длиться, вот это противостояние 2-3 дня, не более того. 2-3 дня.
Еще раз напомню про раскрещивание. Вы спрашиваете. Я не буду сюда ставить по той причине, что человек сам должен прийти к этому очень обдуманно. Дорогие мои, это нельзя вот с одной силы на другую прыгать. Вот ради интереса взять, сделать раскрещивание не помогло. Что-то вот не то, пойти теперь другое. Это наказуемо и плохо. Поэтому такое я не выставляю. К этому надо прийти обдуманно. Ритуал раскрещивания есть только в моей группе. В остальных местах я запретила его ставить, потому что не нужно. И дальше. И есть только в книге Белого кота. Я только туда еще внедрила, и все. То есть человек должен очень хорошо подумать, обдумать, решить для себя. Только после этого раскрещивание, Алексей, это отказ от любой религии, которая съедает людей, собственно говоря, их внутреннюю энергетику и превращает в рабов, и возврат к родным богам и корням своим. Я как-нибудь выставлю еще очень сильный ритуал присоединения к эгрегору, к силе предков, но на днях. У меня просто пока еще времени нет. Но я обещаю вам это выставить. Я вам это подарю, когда вы станете такие же разумные и мыслящие люди, как ваши предки. И вам будут покровительствовать такие же силы, как покровительствовали вашим предкам. Пойдемте дальше. Здесь товарищ уже меня достал со своими СМС о жене, которая уходит. Мне уже надоело. Уважаемые мужчины, жену возвращают не ритуалами, заговорами, а сексом и деньгами. Понятно вам или нет? Это мой совет вам. Да иди ты, блин, в задницу. Сейчас я его кину в черный список и продолжим. О! Что это, ну? Помогите, дайте шепоток, чтобы жена вернулась. Ёкалный трындец. Секс и деньги, и она ваша. Не дайте мне шепоток. Все, вот теперь надо по новой искать голосовые. Ненавижу такие вещи, ну. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас. Здравствуйте, уважаемый. Так. Здравствуйте, я. Нет. Извините. Все, поняла теперь. Еще раз повторяю, самый лучший рецепт вернуть женщину – секс и деньги. Понятно вам? Все. Никакие шепотки тут не работают. Только это. Если ты тупой, абсолютно... Алексей, вас тоже туда занести? На ваш вопрос уже ответили. Если ты мудак, извиняюсь, лоханский, никакие шепотки тебе не вернут жену. Ну, вернут на полмесяца, и она опять убежит. Что такое, ну, в конце концов? Сейчас Яна сделает, наверное, этот афоризм мой, да? Чтобы вернуть женщину, не нужны шепотки и заговоры. Достаточно секса и денег. Ну, сколько можно, а? Так, давайте. Знаете, такое приносит... ночью муж жене говорит, давай, говорит, будем громко стонать, пускай соседи думают, что мы сексом занимаемся. Ну вот начали до утра кричать, стонать, там всякие голоса издавать. Утром просыпаются, жена, значит, он говорит, жена, дай покушать. Она приносит пустую тарелку и ложку. Он такой, не понял. А ты, говорит, постучи, блин, по тарелке, пускай соседи думают, что ты жрешь, сука. Вот так что давайте вот это не будем. Милый, ты унесешь этот мусор. Вынеси, пожалуйста, мусор. Женщина, ты что мне говоришь? Кавказский мужчина не может мусор выносить. Сейчас люди придут. Я голый хожу. Пускай приходят, смотрят, как ты меня кормишь. Она говорит, ну тогда и трусы с ними, пускай видят, за что тебя кормить. Все, пошли дальше. Все.
Так, слушаем. Не отвлекаемся. Да, понятно? Все, мой рецепт записываем. Начали. Ой. Где я потерялась, ёкалный? А, вот он, все. Пойдемте, товарищи. Да, чудо, 8-е чудо света. Всю ночь говорит, дай света, света дай, а Светка ни в какую. Чего? Это, блин, я вчера с Чубайсом встречался, я ему говорю, дай людям света, света дай людям, а Светка, блин, ни в какую. Да, дай света людям. Людям дай света. А Светка ни в какую. Да что ж такое, вы меня отвлекаете, товарищ, на интимные разговоры. У нас какой-то этот получился. Да, Светка, блин, стерва такая. Получился у нас сексуальный марафон. Все, пойдемте дальше. Юмор, спасательный круг, иначе мы свихнулись бы. Вы заметили вообще, все ноющие люди, люди вечно недовольные, вечно с кислой рожей, это люди, у которых все в жизни хорошо. Как правило, юмором владеют люди, у которых единственный выход был, да, Кэт Иван, у которых единственный выход был это смеяться над обстоятельствами, чтобы выжить. Поэтому вот те, которые, ой, а что тут смешного? Да что тут смеяться-то? Ой, жизнь такая жуткая вещь. Ой, да что там вот смешного-то? А что улыбаться-то? А чего смеяться-то? Это люди, у которых все хорошо в жизни. Но они вечно с недовольной мордой ходят. Все, пойдемте. Дальше. Уважаемая Инга, меня зовут Надежда. С каналом «Ведьмина изба» я познакомилась в конце апреля этого года. И где-то с майских праздников этого года я начала проводить чистки. Вот все, как вы нас учите. На канал, на ваш, я подписалась. У меня был просто целый букет проблем. У меня была невероятно глубочайшая депрессия. Мне действительно работа была не в радость. Вот все, как вы в прошлый раз и сказали. Я потеряла машину, мне пришлось продать ее практически за бесценок. Также меня кинули на 500 000. Я осталась должна очень много денег банку. И я стала выглядеть практически как старуха. Может, на фоне депрессии, я не знаю. Может быть, так вот сложились обстоятельства. Мне реально было тошно на себя в зеркало смотреть. У меня наступил такой момент, когда я поняла, что у меня не осталось ни украшений, ни шуб моих. И самое страшное, у меня было отсутствие полностью каких-либо желаний. Мне не хотелось ничего. И не хотелось совершенно ничего менять. Даже вообще просто не было ни цели, ни желаний. Я тебе теперь вам объясню, почему так происходит. Смотрите, у человека депрессия, человеку тяжело в жизни, да? Почему стареет? Выпивают жизненную силу, силы зла, которые собираются вокруг. И человек, причем, не хочет сопротивляться этой силе зла. Вот сопротивляться даже не хочет, у него сил нету сопротивляться, потому что она не просто выпитая, у нее вот такое оцепенение наступает, понимаете, когда ей все равно становится. Это очень страшный момент, да, это очень страшный момент, когда человек перестает сопротивляться. Теперь, смотрите, почему они вот таким образом приводят в оцепенение, чтобы человек даже не хотел менять свою жизнь? Причина самая простая. Они сначала сожрали твою жизнь, а потом они хотят забрать твою душу, понимаете? Им еще и душа нужна в плену. А душа очень слабая, в этот момент уходящая, будет метаться между мирами. Она опять же будет едой для таких сил. То есть они будут его, вот эту душу, которая мечется, душа, которая непрекаянна. Вот есть человек, живет человек, понимаете,
И настолько человеку дурно в этой жизни, что вот ходит, вот состояние такое, знаете, вот вы ходите куда-нибудь, внутри душа мертва. Вы краситесь, вы что-то делаете, но вам вообще ничего не хочется в этом мире. И самое страшное, вы становитесь очень плаксивая и очень тяжело переносите этот момент. Вы выходите, и у вас желание где-нибудь... Не пишите хрень собачью, морок и всякую ерунду. Морок наводят люди. Духи морок не наводят. Хватит. Не умничайте, когда ничего не понимаете в этом. Когда человек выходит и ищет глазами, где найти какой-нибудь угол, где найти вот дерево, за которым можно спрятаться, где найти туалет, в конце концов. Вот по рынку ходишь, что-то купила она себе, у нее есть возможность купить. Ну, у кого-то бывает в этот момент нет возможности. По-разному. Это состояние нападает на людей не с материальным благом или с бедным, то есть в бедное состояние. Это состояние, оно бывает в любой момент. И вот человек выходит на рынок, купила себе очень красивые вещи, кольцо купила, я не знаю, платье, дорогие туфли. Она хочет заглушить эту боль. Вы сейчас повернитесь и посмотрите, когда вам было очень плохо в жизни, у вас сундуки лопались от разных всяких вещей. Украшения, одежда разнообразная, бижутерия или дорогие вещи, значит, миллион помад, туши, тени, да, ну, все что угодно. Если у вас есть возможность, у вас больше меховых каких-то изделий, еще что-нибудь. Если нет возможности, это какие-то безделушки, но полно всего. Почему? Человек пытается таким образом заглушить душевную боль. Заглушить. Ей кажется, что она купит что-нибудь, это ее отвлекает на полчаса. Но потом этот предмет остается, валяется в сундуках. Через некоторое время подруги приходят. Ой, такие вещи красивые. Она говорит, да возьмите, заберите, Господи. Да на, возьми, тебе нравится, забирай. Она этими вещами даже не дорожит. Понимаете, в чем дело? Она вроде купила, потратила деньги, но они ей даже не интересны. И она легко может их отдать. Легко отдать, потому что она их взяла просто для того, чтобы заполнить душевный вакуум. Вот этот внутренний вот пустоту каким-то образом заполнять, а потом ей это и не надо. Даже золотое кольцо, даже шубы, она может сказать, да забери, если нравится, одевай. Вот, да что ты, это же деньги стоит. Ну ничего страшного, я еще куплю. И самое страшное, что люди потом думают, ни хрена себе зажралась, так легко она отдает, блин, значит, легко приходит. Нет, нет, просто она не дорожит этими вещами, поскольку они были приобретены в состоянии шока, апатии, абсолютно непонимания мира. Ей было все равно. Вот ей сказали, женщина, вам идет, купите. Ну, надо, давайте, куплю. Вот она купила и принесла домой. Думает, нахрена она мне нужна? Ладно, повешу, если не одену, кому-нибудь подарю. Хотя это стоит много. Но ей было настолько больно, она хотела заглушить это. И потом вот с этой шубой в руках, да, она может пойти в туалет, закрыться и зарыдать. Причем носить специально с собой платок просто, чтобы заглушить эту боль, чтобы люди не слышали, что человек рыдает. Вот она зарыдала, заплакала, да, выходит, опять улыбается, звонят, ой, да, спасибо, все хорошо, да, как ваши дела, и точно так же. И вот так каждый день. Такие люди потом либо умирают во сне, потому что это переживание день и ночь, их организм больше не переносит. Да надоели вы уже, что делать в этой ситуации, мать вашу? Целый канал этому посвящен. Сейчас я не про эту ситуацию говорю, что делать. Сейчас я рассказываю, что бывает и как менялась жизнь людей. Да ёпарасоте. О! Сколько можно, а? Что делать, да что, 500 раз уже? У вас глаза что, в заднице? Вы чем смотрите этот канал? Сколько можно говорить одно и то же? В конце концов. Целый канал посвящен. Снять то, снять это, помочь тому. Блять. Пошли дальше. Надоела эта тупая публика, блядь.
Весь канал. Снять депрессию, забыть боль прошлого, сделать чистки, чистки с возвратом, очистить пространство к внутренним богам, привлечь удачу. Для кого это создано, блядь? Каждые 5 минут. Что делать и что делать? Поставлю 18+, чтобы дети не слышали. Устала уже, правда. Люди приходят годами здесь пишут, слушают. Ой, у меня такие перемены, все хорошо. А потом смотришь, мне написали: Инга, вот мы молимся за женщину, там что-то она там рожает. Можно мне, то есть, если я помолюсь, вот мне нужно будет там ходить по 4 церквям, что-то оставлять. Я говорю, вы 2 года, мать твою, сидела здесь, это все слушала, как надо делать, что надо. И после этого ты приходишь и опять говоришь: а вот если мы сейчас помолимся, я могу вот в 4 церкви пойти? Нет, не могу, а как мне пойти туда? А зачем ты тут здесь сидишь тогда, если ты в это веришь? Иди туда тогда, что ты здесь делаешь, не могу понять. Я рассказала ситуацию, что бывает у человека, как у человека бывает такое состояние. Я вам не девочка. Не смейте ко мне так обращаться. Я вам не девочка. Даже если вы старше меня. Вы пришли сюда, я учу жизни вас. Я не могу быть вашей девочкой. Больше не смейте так ко мне обращаться. Меня это раздражает. Так обращаются, когда хотят манипулировать человеком. Ты моя заинька, кисенька, тупая заинька, моя девочка хорошая. Эта девочка может учить тебя жизни больше, чем ты знаешь. И ум не в возрасте, и ум в мозгах. Поняли прекрасно? Идемте дальше. Стремлений. Ничего. Для меня на тот момент это действительно было смертеподобно. Это не мой образ жизни. И послушав ваш канал, послушав вас, я начала проводить чистки. Первая чистка, которую провела, это была чистка земли. Она просто творит чудеса. Проводила чисток, на самом деле, я очень много. Не ваше собачье дело, что я поставлю. 18 поставлю или 20? Начали советчики. Придут тупорылые советчики. Ой, а зачем вы обидели? Там женщина написала с утра. Меня там все время возбуждают азербайджанцы, узбеки, грузины, не знаю чего. Естественно, я выставила это бред сумасшедшего. Ну зачем вы так? Может быть, правда у нее там... Что правда-то? Чего правда? Бред больной фантазии? Джинны так не приходят. Никакие силы так не приходят. Никто никого не возбуждает каждый божий день. И откуда она знает, они азербайджанцы или грузины или украинцы? Бред несет, а еще сидят мне тупорылые, мне совет дают. Зачем вы так говорите? Вот может у нее правда так? Да, правда, каждый день к ней ходят азербайджанцы, узбеки, грузины. Возбуждают и уходят. Правда это, да, да. Это реально, ну сколько можно? Отмычками открывают мне двери. Человек, видно, полковник МВД. Фотографию выставил мне. Отмычками каждый раз он открывает двери, когда меня нет дома. Значит, заходит, ворует и сыпет нам снотворные. Нашлись дуры, которые сказали, может, ей помощь нужна. Вы отмычками видели, как открывают дверь? Отмычками кто может открыть дверь квартиры? С чего он каждый день приходит воровать? Один раз не своровал, все. Что, каждый день надо ему прийти? И какие у них богатства, миллионы, что он никак не унесет? И куда он сыпет снотворное? Объясните мне. В тарелке, в чашке? Или прям в водопроводную трубу? Куда можно сыпать снотворное, чтобы вся семья каждый день пила это снотворное? Вы понимаете, что это бред сумасшедших? Я устала. Причем бред несется не больными людьми, а вполне здоровыми психически, казалось бы. И вы говорите, а что вы так вот обижаете их? А что мне надо говорить-то? Что мне надо говорить? Да, вы правы, он колдун, оборотень в погонах заходит.
отмычками открывает и сыпет всем снотворного. Делать мне больше нехер, сидеть этот бред читать. У меня и так делов дофига. Я не знаю, почему нас профессора Скащенко выпускают психов на Новый год, наверное, ближе к этому, домой, отмечать праздники. Но нам от этого не легче. Заходят, говорит, колдуны ко мне домой, то в виде кошек, то в виде собак. Одна женщина мне написала, вот заходит ко мне вот как в виде бродячих кошек, собак, это самое, переворачивает все. Я говорю, не пускайте домой, если это бродячие кошки, собаки, кормите их на улице, если вам их жалко, или не пускайте домой. Нет, вы не понимаете, это не собаки, кошки, это колдуны. Колдуны у нас просто есть такие колдуны, они перевоплощаются. Помните этого колдуна, как его, господи, суровый хабаровский колдун или какой он там колдун, который устраивает оргии людям сексуальные, а они даже не помнят потом, кто с кем был и зачем. Но это нормально, не? Женщина пишет. Вот, у меня муж там, мы по члену распознаем, что он с кем-то всю ночь спал, вот, но он не помнит, с кем спал. Понимаете, вот у него порчи, вот он говорит, я не помню ничего, у меня порча очень страшная. Я говорю, женщина, у вас с мозгами вообще все нормально? Не. Зачем вы оскорбляете? Вы не понимаете. Мне одна бабка сказала, что там не видит, там кто сделал, но это очень страшная порча. Какой хороший мужик и какая идеальная жена. Приходит мужик утром. Дорогая, извини, у меня очень страшная порча, я не помню, с кем я всю ночь спал. Прости, извини. Я даже не понимаю, зачем мне это надо было. Меня специально порчей туда привели. Никакая порча никого в постели не ложит ни с кем. Есть определенные вещи, которые ты не сможешь просто порчами делать. Детский сад. Реальное сумасшествие. Просто до такой степени тронулись на почве магии, что уже сами верят в эту хрень, ахинею, ей-богу. Порчей. Порчей его испортили, не помнит, куда бежал. И что я должна ответить им? Ой, вежливо, да, вы мои бедные, точно, вот ясно вижу, что там порча. Вот с такими курицами и работают все эти магуйки и обогащаются, потому что я-то ее послала, а там кто-то подобрал и говорит, женщина, у вас порча страшная, очень страшная порча, давайте бабки, будем чистить. Ой, все. Дурдом просто на колесах. Все. Это был и соляной столб, и волчья молитва тоже творит чудеса, и сильная читка, это вообще просто бомба. Кофейная чистка вообще у меня убрала все головные боли. Я попала на чистку онлайн, потом я проводила с вами чистки Вуду. Вуду это вообще просто отдельный разговор, я могу часами расхваливать, как ритуалы Вуду, но они вообще просто бесподобные, какие они дают на самом деле просто бомбические результаты. Потом я увидела Фортуну, я ее для себя приобрела и начала проводить ритуалы Виват Фортуна. Практически каждый день я проводила эти ритуалы, и потихоньку, постепенно я начала свою Фортуну одаривать. И вот буквально полгода мы вместе с ней, и я могу сказать, что Фортуна на текущий момент – это часть меня, это часть моей души, часть моего сознания. И что касается результатов, ну, результаты чисток, я бы сказала, они очень получились такими интересными. Кто-то из моих врагов получил рак, кто-то сломал конечность, у кого-то ребенок попал на операцию, у кого-то ребенок попал в аварию, кого-то в прединфарктном состоянии увезли на скорой в больницу. Был еще человек, у него жена утонула. Да, страшно, но когда ты живешь, ты не замечаешь своих врагов, ты их просто... Я вам сейчас объясню. Те умники, которые говорят, ой, как так можно радоваться, вот у людей там дети погибли, еще что-то, вот как не стыдно, вот они еще говорят, это такие хорошие результаты. Значит, я вам объясняю на русском языке, если человек делает так, чтобы твоя жизнь превратилась в ад, если человек специально тебя преследует, если человек перекрывает твой кислород, если человек отбирает твой дом, если человек пытается тебя
посадить ни за что. Понимаете, дорогие мои? Силы, они разумные, они никогда в жизни не будут наказывать невиновного. Если сосед на ваш не так посмотрел, а ты пошла, сделала чистку, я же вас не учу порчи делать, вы же не порчи делаете. Вы очищаете себя. Когда вор заходит к тебе с топором и замахивается на твоего ребенка, ты ни о чем не думаешь, ты его по башке бьешь, чем попало. В военные годы, дорогие друзья, когда во время блокадного Ленинграда люди ели детей, просто людей ели и так далее, был такой случай, когда мальчик, значит, воду набирал с матерью, и тут подбежал мужик здоровый, а она колола лед топором, он набирал воду. И он, значит, прибежал со всего маху, схватил этого ребенка и побежал. Она за ним, он бежит, людоед, ели людей. Она, говорит, кричит, и он бежит. Отпусти его, говорю, отпусти, а то сейчас топором долбану. Он ничего не слышит. И она подбежала к нему и замахнулась, ударила топором по голове, вырвала ребенка и убежала обратно. Давайте скажем, что эта женщина-убийца, как ей не стыдно убить человека, как так можно, это же человек, топором. Но давайте, пускай он отнес бы ее и сожрал. Было бы хорошо, правда? Вы понимаете, что вы вот именно те люди, которые таким образом, скажем так, оправдывают, мол, нехорошо, как так можно, нельзя. Это именно те самые твари, которые такое делают. Никогда человек, который испытал на себе порчу, издевательства и прочее, не будет оправдывать достойный отпор. Никогда. Оправдывает таких те люди, которые способны делать порчи. Они внутренне боятся отдачи, понимаете? Они боятся, что кто-то возьмет и уберет с себя то, что они навели. И поэтому они думают: как можно? Нельзя! Это ребенок, как вам не стыдно? Вот такие вещи. Это как раз те люди, которые способны делать такое, поверьте мне. Потому что тот, который не способен, у него вполне нормальная реакция. Вот я на невинного ничего не сделаю никогда. И поэтому мне спокойно, пускай идут, снимают порчи, какие хотят, там мнимые якобы Хосроева сделал, например, те, которых я не знаю даже, да, они пускай думают, что я на них порчи навела. Мне это вообще не трогает никак. Почему? Потому что если я этого не делала, я спокойно живу, я знаю, что ничего мне не вернется, я же не делала людям этого. То пусть они думают, что хотят. Понимаете, почему? И поэтому, когда вы начинаете выть, мол, ой, что тут радостного-то, вон, жена утонула. А если этот человек ее обвинил в воровстве, например, и хотел посадить? А если этот человек налоговую травил на людей, у которых был маленький магазинчик, все время специально пакостил, гадостил, и спокойно жил себе, а тут раз и расплата, понимаете? Расплата пришла, и мы все говорим: ой, как, ну нельзя же так, все-таки это человек, это не человек. Человек, который такое делает, он должен думать. Так вот, оправдывают, воют, ноют те суки, которые сами способны пойти и навести порчу на человека, ну, заказать, а у их силы-то не хватит. Вот они это оправдывают, понимаете? Они это оправдывают, они говорят, что нельзя так, как можно, потому что они знают, что если кто-нибудь снимет порчу, сделанную ими, им тоже будет хана. Теперь поняли? А нормальный человек, который прошел эти круги ада, никогда не скажет: зачем? Зачем делать вот обратно вернуть? Как не стыдно? Вот так и проверяется гнилье и достойные люди. Больше не слушаем. Здесь вопросы не задаем. Вопросы заданы уже 1000 раз. Дальше послушаем. Видите, какие страшные вещи произошли? Давайте еще раз перемотаю, слушайте еще раз. Начала проводить ритуалы Виват Фортуна. Твари защищают твари всегда. Запомните это. Тварь защищает тварь. Собака собаку не кусает. Ворон ворону глаз не клюет. Вот и все. А достойный человек скажет: правильно, я прошла это, я знаю, что это такое. И пускай получают, если человек не жалел меня, почему я должна пожалеть? Вон, женщину с 3 детьми выкинули на улицу.
женщину с 3 детьми. Кто? Дядя этих детей. Оказывается, он обманным путем, фальсификацию, вот в Карачаево-Черкесии, там же вообще караул, там такие это взятничества, что ужас. Так вот, он, значит, взял, фальсифицировал вот это вот наследство и забрал. И выгнал жену своего покойного брата с детьми на улицу просто. Ей некуда было идти, приютили там люди, потом она устроилась на работу, сняла квартиру, еле-еле. И вот она мне пишет, я, конечно, не могу это показать, потому что тот человек очень крупный чиновник. И она говорит, вы знаете, Инга, я когда провела вот это с возвратом, мой муж, говорит, несколько дней мне снился и сказал, я сделаю как нужно, не переживай. Значит, и через несколько дней этот мужик сгорел живьем на даче, что-то они там делали. В общем, он вот перепутал, что ли, бензин вылил вместо солярки. Я сейчас не помню точно подробности, это было где-то месяца 2 назад. Он живем сгорел, понимаете? И она мне не сказала, ой, я так переживаю, а мне за это ничего не будет. Не сказала, она сказала, тварь получила то, что хотел. Он богатый миллиардер. Миллиардер, понимаете? И он отбирает последнее у вдовы, у женщины, которая только потеряла мужа, еще и сверху один удар бьет, понимаете? И он сгорел живьем. Вот и все. Разве он этого не заслуживал? А вы не уверены, что он свое богатство, как собрал он свое богатство? Вон в Ростовской области у нас министр здравоохранения живет как шахинья. Понимаете? Шахинья просто живет. Миллиарды. Причем с этими миллиардами выглядит как колхозница. Как наша эта баба Люся, которая каждый день подметает здесь эти дворы. Колхозница, миллиарды у тебя есть, колхозница. Даже волос нормально уложить не... Потому что, когда свинье даешь миллионы, свинья все равно остается свиньей, понимаете? Все равно. Она не дама, она не женщина, чтобы выглядеть как женщина. Она свиньюшка с миллиардами. Все, пойдемте далее. Практически каждый день я проводила эти ритуалы. Сейчас чуть-чуть вперед помотаю. Не замечаешь своих врагов, ты их просто не видишь за своим ритмом жизни. А по результатам чисток я просто на самом деле посмотрела на свое окружение, как все вообще у всех вокруг посыпалось. Ну и на самом деле я тогда и призадумалась, а действительно ли мне эти люди, действительно ли они были искренне со мной в отношениях. Что касается ритуалов на удачу, на достаток, избавиться от долгов, я могу сказать так, что в результате того, что я провела, мне повысили зарплату. Я выгодно продала участок, очень выгодно продала участок. Тем более я точно знаю, что сосед, у которого в точности такой же участок находится рядом со мной, не может продать его 3 года. Инга, благодаря вашим ритуалам у меня на продажу ушла ровно неделя. Мужу банк списал долг почти в 500 000. Получается, что я, когда продала свой участок, тоже покрыла свой долг перед банком. И это благодаря серии ритуалов избавиться от долгов. На текущий момент я купила машину. Сейчас у меня появились наконец-таки золотые украшения. И даже есть с бриллиантом, что не может не радовать. Также появился помимо работы небольшой доход, то, что мне повысили зарплату, по-моему, я об этом уже сказала. И мне стали делать подарки. Вот не поверите, на работе даже был такой случай. Мне дворник подарил кулек конфет. Вот, казалось бы, смешно, но меня это на самом деле так шокировало на тот момент. Ну, это было действительно просто неожиданно. И я могу сказать так, ваши ритуалы все, абсолютно все работают. И хан алтын, и масонская монета, и дьявольская монета, и на великое богатство, и на достаток. Ваши ритуалы работают все. Единственное, у меня не сработало 2 ритуала. Это обращение к Шардиса и Баба. Ну, здесь я сама, скажем так, сдурковала. Потому... Вот, дорогие друзья, человек, у которого были долги перед банком и абсолютно безнадега. Вот в течение полугода с чем-то у нее
Не, это не ее голос. Что ты, Наталья? У той голос такой туповатый, замедленный. Нет, это другой человек, естественно. Абсолютно сработало. Знаете почему? Потому что она делает. Йокола Мене делает. Сколько раз вам говорить? Она делает. А те, которые говорят, ну я вот что-то делала там, ну я читала, вот просто шепоток один, вот потом у меня не получилось. Понимаете? Вот. Как один шепоток когда-нибудь, это не помогает. Понимаете? Это ерунда. Да, люди делают, вот я говорю, один не подошел, значит, по энергии вот этот ритуал ей не подходит, это не ее. Но тысячи их, пожалуйста, бери одно дело, видишь? А почему подошел хан Алтын? Хотите, скажу? Наверняка у нее есть где-то татарские корни. И вот по энергии совпало просто. А сейчас принесу зарядку и дальше продолжим, потому что у нас еще впереди много голосовых. Я смотрю, у нас Ксюша прошлась там. Да, Ксения, тебе придется ждать, пока я закончу прямой эфир, как я и говорила. Она ждет моей встречи, наверное, в торговом центре сидит бедная, 100% уверена, меня ждет. Но у меня всегда работа на первом месте. Сначала работа, а потом уже встречи и все остальное. Так что, Ксения, жди. Да. Закончу, а потом оденусь и спокойно выйду и доеду до тебя. Все, сейчас я секунду на зарядку поставлю, перезагрузится пару секунд. Все, включилось. Вот, ты в новых черемушках, но потихоньку начинает двигаться, потому что когда я завершу, потом мне нужно будет к тебе. Покажу Ксению сегодня, сниму, если она не против. Но я думаю, она не против, она уже не раз была у нас в гостях. Так, пойдемте далее. Где мы слушали? Ага. Хочу поделиться вот такой радостной новостью. Ну, правда, за сына. Вот. Сыну давно должны были 2000 рублей. Не отдавали. Ну, тут что-то он мне стал жаловаться. Мам, что-то мне деньги не отдают. Как бы невеликие, но все равно 2000 на дороге не валяются. Вот, я говорю, ну, давай я тебе дам. Вот у Инги есть денежная молитовка, скоропомощник. Ты ее почитай, говорю. Прям каждый день почитай, говорю. Я надеюсь, что все получится. Вот не поверите. Он в обед прочитал всего один раз. Через 2 часа ему позвонили, вернули 2000 рублей. Он был очень удивлен, сказал огромное спасибо. Поэтому я передаю Инге огромный привет и большое огромное спасибо за то, что она есть, за то, что я об ней узнала. Здоровья вам, и тебе, Ян, здоровья, и Инге здоровья. Вот, замечательный голосовое. Сейчас я объясню. Вот, послушайте, дорогие люди. Вот некоторые приходят и говорят специально, дайте ритуал на возврат долга. Я говорю, ритуал на возврат долга давала несколько различных. Добрый день, Роман. Но если вы хотите получить свой долг, сделайте ритуал на деньги. То есть на быстрые деньги, денежная молитовка, еще что-нибудь. Ну, чтобы деньги пришли. И они придут от человека, который вам должен, отдаст долг. Или еще от кого-нибудь. Понимаете? Сосредоточьтесь на том, откуда вы хотите эти деньги получить. И читайте на быстрые деньги. Зачем искать специально на возврат долга ритуалы, которые то сработают, то не сработают, если вы можете просто
призывать деньги. И тот, который вам должен, их принесет, отдаст. Или с другого места. Это уже не первый раз, скажем так. Понимаете? Пойдемте дальше. Здравствуйте, уважаемые Инга и Яна. У меня вот такое. Я живу в Америке и ждала интервью на получение грин-карты. Все говорили, что интервью может продолжаться до 5 часов, и не факт, что я могу вообще получить грин-карту. Перед тем, как прийти в посольство, я прочитала шепоток на помощь из ниоткуда. Пришла в посольство с такими трясущимися руками и волнением, но прочитала 7 раз помощь из ниоткуда, шепоток. И вы представляете, когда нас пригласили, я дочке говорю: доча, смотри на время, сколько будем, наверное, долго будем. А сама читаю мысленно, у меня в голове это «приди помощь из ниоткуда». Знаю я такое чудо. И вы знаете, вот это вот все в голове. Вышла женщина, пригласила нас, вы не поверите. Такая прекрасная, так быстро прошло 5 минут. 5 минут, и мы прошли интервью, и получила я грин-карту. Инга, большое вам спасибо, сердечное спасибо. Благодарю за помощь. Вот про грин-карты. Прекрасно. Вот это, по-моему, Здравствуйте, уважаемые. да? Да. Сейчас я отмечу, чтобы потом следующий. Про грин-карту. Дорогие друзья, если вы призываете эти силы, этих духов, они приходят и делают так, чтобы люди настраивались помочь вам. Понимаете? То есть они поворачивают в вашу пользу вот это все состояние, что у вас происходит. Поэтому помощь из ниоткуда, кайрос, рука спасения и так далее. Вот все время говорите, вот там это, вот что делать, а как исправить. Да вот сейчас для чего я снимаю вот эти все. Я попросила назвать все названия ритуалов, которые люди делали, и как они им помогли, чтобы вы их нашли и тоже провели. Вот для чего. Я извиняюсь, сейчас у меня в горле пересохло, сейчас выпью воды и подойду. Так, пойдемте дальше. Что за Фаина Петровна? Это, может, кто-то тролль специально пришел. Сейчас посмотрю, выкину нахер и все. Ой, блин. Да, восстановится, СССР восстановится. Раиса Максимовна восстанет вместе с Горбачевым. Будут разъезжать по Америке, а там как раз придет к власти Рейган. Я уже связывалась, мне обещали. Пошли дальше. Вот. Да, и все будет как было. И перестройка продолжится. Главное, товарищи, перестройка. Фаина Петровна понеслась не в ту степь. Ей надо к психиатру, а она сюда пришла. На кой, непонятно. Конечно. Работать, боги дают, Роман, тем, которые заслуживают. Нужно платить своей энергией. Если ты не делаешь ничего, из ничего они тебе не дадут, потому что ты своей энергией должен платить за то, что они тебе дают. Ой. Пойдемте дальше.
Что значит, можно ли сжигать свои фото после ритуала? После какого ритуала? Если там сказано сжигать, значит сжигать. Нет, значит нет. Я тоже думаю, блин, Склифосовские что-то тут творят. Они психов выпускают. Это нехорошо. Все, пойдемте далее. Уважаемая госпожа Инга, сейчас я по полочкам разложу. Меня зовут Михаэла, и моя профессия диплом-психолог. Вы мне спасли жизнь. У меня были очень большие депрессии и материнское проклятие, которое вы видели. И мне не хотелось жить. После этого, как вы работали со мной, после этого, как я ежедневно делала, начиная от чисток, зеркальные чистки, все разные чистки, ежедневно проводила ритуалы до сегодняшнего дня, где утро встаю и сразу к внутренним богам, в Кайрос, шепотки. Я живу у кладбища, и этот шепоток на кладбище. Потом ритуалы, золотая река, фортуны, все открытия дорог, чистки, вуду чистки, все чистки, которые онлайн делаются с вами, потом Ошум. Просто это мой дневной хлеб. Что случилось? Материнское проклятие исчезла, я помирилась с моей мамой, которой 92 года. У нас очень хорошие отношения стали. А что со мной? У меня новая жизнь. Как будто моя душа вошла обратно в мое тело. У меня смысл жизни получился. Я знаю, кто я люблю себя. И через то, что вы эти чудеса сделали, госпожа Инга, и боги через вас, просто вы спасли мне жизнь. Качество жизни на 180% повернулось. И удача. Когда некоторые идиоты говорят, что если это ведьма, она не должна страдать, мне хочется им сказать, а кто, если не тот человек, который сам страдал, может понять страдающего и помочь? Вот кто? Кто жирно жил, каждый день валялся, кушал, спал, которого все целовали, обнимали, все покупали, все везде возили, ни в чем он не нуждался. Этот человек никогда не поймет тех, кому было тяжело и не хотелось жить. Вы понимаете, до вас, до тупиц дошло, как... Ну, кто, если не тот, кто сам страдал, знает, что такое, когда ты не хочешь жить, и как вытащить этого человека. Вот для этого и мы проходим вот это все, чтобы потом понимать любого человека, не стать суками, тварями и сказать, да ну вас, я страдала, ничего не хочу. Нет, наоборот, понять, сочувствовать и представить просто... Войти в положение любого человека, который страдает, и понять, я знаю, как это бывает. Я знаю, что это бывает. Когда я вам говорю лекции, снимаю, я всегда говорю, я не просто от балды это говорю, что где-то прочитала. Я знаю это состояние, поэтому я знаю, как из этого выходить. И вот и тебя учу, вот так выходи, и это получится. Понимаете теперь почему? Поэтому, дорогие мои, давайте вот... Да, у кого мозгов нету, не надо советовать тем, у кого голова болит, потому что мозги большие, не помещается. У меня дядя мне говорил, у тебя голова болит, потому что мозг настолько большой, что в черепе не помещается. Вот у тебя он и болит от этого. Слишком большой для такого маленького черепа. Пойдемте дальше. Я вчера делала армянский ритуал, который у меня очень хорошо работает, армянский. Я не знаю, у меня, наверное, с еврейской крови, с моей, связано тоже с армянами. Я их очень люблю и уважаю. И они очень хорошо работают, эти ритуалы у меня. И на это яблоко, красное яблоко и 4 монеты,
Вчера сделала, а сегодня мне одна элитная клиника, с которой я встречалась, хотят со мной встретиться еще 12-12, и прислали мне уже договор с ними работать, как на самостоятельной базе. Так что вот это. Удача началась. И я уверена, не только верю, я уверена, знаю со своим всем, что это боги через вас делают чудеса. Я вам очень-очень благодарна. Миома исчезла, миома уже почти минимально стала. Она была такая большая, как голова от ребенка, и она как высохла. Да. И у меня совсем другая жизнь. И я вам очень-очень благодарна. Всего блага вам желаю. Богатства, блага и здоровья. Секунду. Знаете, что я вам скажу? Аж прослезилась. Дорогие друзья, люди переживают не за деньги, которые платят ведьмам. Люди не за деньги переживают, поверьте мне. Вот когда говорят, да, вот там деньги, люди переживают не за деньги, люди переживают за то, что отдали, а ничего не получилось. Вот за это. И что время упущено, и что, им больно, еще хуже становится. От чего? То есть, что я хочу вам сказать, когда некоторые говорят, вот вы берете деньги. Конечно, я беру деньги, когда очень серьезные работы, и я только могу это сделать. Это мое время. Человек должен платить, чтобы ценить этот труд. Но вот посмотрите теперь, какие перемены у человека, да? Она просто, у нее почему получились эти ритуалы работы? Получились, потому что я убрала препятствия. Моя задача убрать препятствия. Остальное вы сами привлечете. Если есть препятствия, ничего не приходит. И поэтому я говорю, что вот, пожалуйста, ведь вы оплачиваете работу человека один раз. Вы же не каждый божий день идете и оплачиваете. У вас еще что-то началось, вам еще кто-то порчи сделал. Нет, я вам говорил, что это аферизм. Делается один раз, и все. Потом еще можно, конечно, исправить, улучшить, усилить, но и все. Но вот представьте, когда у человека начинается абсолютно новая жизнь. Во-первых, хочу вам сказать, что деньги за магию возвращаются в течение месяца-двух. Всегда. Вот богам нужны не ваши деньги, а ваше рвение. Они хотят понять, насколько вы готовы что-то отдать, чтобы что-то получить. Но самое интересное, ведь основное количество этих работ, 90%, это совершенно даром. Абсолютно даром. И вот все, что человек проводит, это абсолютно даром. Она может после того, как избавилась от того, что у нее было, теперь проводить и привлекать до бесконечности, привлекать успех. Понимаете? И люди, у которых нет возможности, они могут отсрочить это состояние, уменьшить это, ослабить это, остановить это на время, на год-два, остановить, пока встанут на ноги, привлекут удачу, а потом уже прийти к человеку, мастеру, и сказать, снимите, пожалуйста, навсегда это, вот, скажем так. Какая же вы дура, вот реально. Мама умирала, умирая, шепнула, живи. Живи во мне, не знаю, живи во мне, что она сказала. Значит, у нее было что-то не то. Но вопросы здесь не задаем. Вопросы задаем мне лично. Все. Нет. Основное количество людей, которые я сейчас вам представляю, это люди, которые сами сделали эти ритуалы. Основное это вот именно те самые люди. Понимаете? Вот теперь я хочу вам сказать одну вещь. Вы говорите, почему вы столько страдали? А как вы думаете, легко ли допустят силы зла, чтобы было столько счастливых людей? Ведь я же точно так же, как я мешаю некоторым магуйкам и аферюгам, которые людей обирают, да? Точно так же я мешала и мешаю силе зла. Хотя сейчас я сильнее, они мне ничего не могут сделать. Но вот именно потому что тысячи людей становятся счастливее, и злым силам не от кого забрать энергию, понимаете? Некого выпивать и съедать.
некого. Ну, не то, что некого, есть, конечно, еще миллионы им в запасе, но для них каждая жизнь, каждая судьба на вес золота. Они съедают человеческую судьбу, за счет этого живут. А если бы меня не было, то, естественно, корму для них было бы больше. Вот поэтому и они хотят устранить таких людей, как я. Вот почему, дорогие мои. Пойдемте дальше. Я с вами первый раз слушаю, то есть я и не смотрела, не проверяла эти голосовые. Я вот их много, вот видите, какое огромное количество. Я просто включаю, и мы с вами вместе это слушаем. Конечно, может и плохо быть, Инна, потому что это как операция, внедрение в человеческую плоть и жизнь, переворачивать, да, это все и восстановить. А потом зато главное хорошо. Пойдемте дальше. Здравствуйте, Инга. Мое имя Ольга Попова. Последние несколько лет у меня ухудшилось, скажем так, и семейно, и на работе, везде. Просто пошел один крах. И такое состояние было, что очень тяжело. Что-то нужно, я понимала, что что-то нужно менять, и что нужно делать, я не понимала. Каждый вечер я ложилась спать и поднималась с одними мыслями. Дома в семье кавардак, ссоры, не хотелось даже идти домой. И однажды, сидя на работе, я все-таки решила... Послушайте меня внимательно, вот это слово. Не хотелось мне идти домой. Не хотелось идти домой. Мне уже надоело вот эти тупые вопросы, которые я просила здесь не задавать. Смотрите, вы говорите, я хочу благополучия семьи, я хочу, чтобы жизнь была прекрасна. Когда мы не любим то место, где мы живем, это место начинает, знаете как, источать яд, ядовитую энергию. Вот смотрите, когда ребенок в утробе матери 9 месяцев, мать через пуповину, через свою кровь отдает ребенку кислород, корм и так далее. Ребенок растет. Когда 9 месяцев проходит, материнский организм должен уже родить ребенка. Если не рожает, начинает съедать ребенка. Я знала таких коров, которые были беременны 11-12 месяцев и не шелохнулись. И потом пошли к врачу, оказалось, что плод мертвый. То есть коровы, понимаете, вот 9 месяцев прошло 10, 11, 12, они готовы 4 года ходить беременные. Они не понимают, что надо пойти и сделать кесарево, потому что ребенок сам рождаться не может, не получается. Так вот, когда 9 месяцев проходит, организм женщины, который кормил этого ребенка 9 месяцев, смотрите, как умно устроена природа, которая кормила этого ребенка, да, 9 месяцев, начинает обратно съедать, забирает у этого ребенка все. Понимаете, начинает съедать этого ребенка потихоньку. То есть уже источает яд для этого ребенка. Вот то же самое происходит в жизни, когда вы не хотите идти туда, где живете. То место, которое вы не любите, вы не украшаете. Вы туда ничего не приносите. Это место вам причиняет боль. Понимаете, дорогие друзья? Оно причиняет вам боль, и поэтому вы, когда говорите, я хочу, чтобы моя жизнь, моя семья была счастливой, но при этом вас домой даже не тянет, вы не хотите. Это место для вас отрицательной энергии, да. Вы несчастливы там, оно вам ничего не даст. Либо вы должны изменить свои отношения и начать украшать это место, улучшать, либо вы должны уйти с этого места или от этого человека. И все. Вот это слово «мой дом, моя крепость» не зря сказано. Если вы не любите то место, где живете, если вам больно, если там все время скандалы, вы идете туда как на каторгу, как в ад. Это место никогда не будет хорошим, вольготным, там никогда не будет достатка. Либо любите это место, начните менять, либо уходите с этого места. По-другому никак. Вот тоже не привлечется никакая удача в семью, если в доме нет мира, если ты свой дом не любишь. Начнем дальше.
зайти в YouTube и посмотреть что-нибудь, может быть, какую-нибудь песню, такую музыку более успокаивающую, и чтобы можно было сосредоточиться. Хотя каждый день просила, чтобы боги там кто-то помог мне, что-то подсказал или какой-то знак мне дал. И тут вот случайно я увидела ваш канал. Решила зайти послушать. Послушала, мне очень понравилось. Потом еще повторно я послушала. У вас там какая-то лекция была, сейчас я уже не помню. И это был апрель 2019 года. Я решила все-таки подписаться на ваш канал. Послушав его, ваши рекомендации, что чтобы поменять свою жизнь, нужно начинать из чисток. И вот решила начать с чисток. Я начала делать чистки и плакучий бес делаю, и соляной столб, и сила земли, и от черной зависти, и, по-моему, камень там с души тоже. Я это проводила, и тут же старалась, конечно же, в первую очередь я купила и фортуну, и в эти же дни и тут же проводила я чистку, тут же делала, после этого проводила ритуалы, что-то там денежные. Знаете, сейчас я понимаю, что как первоклассник первый раз пришла там в школу на урок, нужно было этому учиться. Потом опять же повнимательнее послушала вас, и как бы вы там снова еще раз как ученикам сказали, что нет, нужно сначала проводить чистки, а потом уже делать что-то другое. Жизнь, конечно, у меня стала меняться. После чисток я заметила, что, знаете, вокруг меня люди стали меняться. Отошли, много людей отошло вообще от меня, и даже с теми, которыми общались по 20. Вот смотрите, как меняется жизнь. Человек в вакууме. Человек в вакууме, человек в таком, как будто окружили, знаете, вот как льва окружают шакалы, вот так же окружают, не обязательно, чтобы они предавали или были плохие, но собирается, вот ты слабый, собирается вокруг эти стервятники, начинается у тебя откачка энергии в разные стороны. То это не получается, деньги там надо тратить, то не получается, сюда отнести надо. Тебя начинает выкачивать с тебя энергию, выжимать, и ты уже не можешь сопротивляться, тебе ничего не хочется. Когда человек начинает очищать пространство, злая энергия начинает отступать. Она начинает отступать и начинает отходить в сторону, понимаете? Значит, и освобождает, и освобождает это пространство. В этом пространстве ваша энергия начинает усиливаться. Вы начинаете замечать, что мир вроде тот же, люди такие же, и дом тот же, и работа та же, все то же. Но что-то не то, что-то другое началось, понимаете? Как-то по-другому уже все. Деньги приходят, подарки приходят, благодарности приходят, значит, люди нормально относятся, ненужные отходят, отсекаются. В доме начинается нормальная мирная жизнь, спокойствие. Хочется что-то купить, что-то построить, хочется поехать отдохнуть. Жить хочется, жить, понимаете? Когда человек жить не хочет, ему миллион положи на стол, ему все равно. А когда он хочет, он начнет абсолютно с нуля, поднимется, выживет и станет на весь мир известный. Натали, я не могу тебе написать, никак не получается, не знаю почему. Но ты же слушаешь это все, тебе надо это делать. У тебя перемены и так большие, но у тебя опять какой-то внутренние страхи, что ли, появляются. Выкинь это все, выкинь и начни делать по новой. Начали. 20 лет считались прямо подруги. Одна прям даже прям вообще агрессивно с такими, что бы я ни спросила, она прям с такой агрессией либо отвечала, либо еще что-нибудь. Потом люди перестали приезжать нам в гости. Нет, это не вам. Не каждый божий день там приезжали к нам, каждый вечер. И тут потихоньку стали люди отходить как бы от нас. Потом, конечно, я провела ритуал, почитала, чтобы не было ссор в доме, потому что, знаете, такая обстановка была, что вот, не как я и хотелось говорила. идти домой,
Ни мужу, ни мне, ни сыну. Сын мне даже рассказал, мне даже не хочется домой заходить. И когда никого не было дома, я прочитала 12 раз, как вы, там тоже был ритуал около входной двери. И я заметила, что у нас, знаете, сейчас у нас прям благодать в семье, нет ссор. А это вот тоже очень многое значит, когда в семье нет никаких, потому что мы были вообще на грани там все срывы, там ссоры, это каждый божий день происходило. Вот. Я потом списалась с Яной и, конечно же, приобрела ваши книги. У меня их книг несколько. Получается, это я купила и «Ведьмина изба», и «Семейный очаг», и «Живи богато», «Белого кота», «Магия жизни». И вот сейчас, в данный момент, я, конечно, жду книгу «Щит от врагов». Ума, я вам скажу, почему я дарю людям столько. Когда в моей жизни был ад, я поклялась, что я отомщу этим злым силам за всю боль, которую они мне причинили. И отомщу я тем, что сделаю счастливыми огромное количество людей. И тем самым лишу эти силы возможность жрать человеческие судьбы, чтобы больше никто не прошел то, что я прошла. Понятно вам почему? Вот для этого. Я просто сказала, что я отомщу злым силам тем, что я сделаю вокруг себя счастливыми огромное количество людей. Вот сколько я смогу, вот сколько я живу, столько я буду дарить людям и делать счастливыми людей. Для того, чтобы этим силам, которые меня, просто с меня кожу драли вживую, чтобы я им отомстила этим. И я им отомщу. Все. Начнем. Это новую книгу, которую вы нам уже презентовали, и я ее тоже приобрела. Это очень нужная вещь. Потом мы с вами в эфире, в прямом эфире, я попала на прямой эфир, и мы с вами делали тоже там ритуал от врагов на фигурку Вольта. И я не понесла ее туда ближе к кладбищу. Просто отвезли на дерево и повешали. Я очень удивлена была, с которой женщиной мы довольно-таки 18 лет очень сильно дружили. И вот с кем дружили очень сын, сильно, те были самые сын, суки. Называл чуть ли меня там не мама при встрече и все. Люди, которые меня называли в шутку «маму» по-украински за мою заботу о них, материнскую заботу, первыми меня и предали. Поэтому, дорогие мои, когда вы говорите, боже мой, не может быть, 18 лет дружили, столько лет, ну как, я вообще не думала, я никогда не думала, что такое возможно. Они меня называли маму. Вот так вот шутку между собой называли маму за материнскую заботу о них. Своих подруг я собирала на смену, на работу, с ними ложила кушать, в пакеты ложила есть, деньги давала. Они меня первыми предавали, поэтому не надо думать, вот мы как же так, мы дружили, они же меня так любили, я же столько сделала, ну что это, ну как это? Вот так вот, понятно? Вот так, вот и все. Никаких вопросов, никаких объяснений. Вот так. Вообще ничего не предвещало, и он ровно через месяц он и повешался. Недавно вы тоже выставляли «Возврат врагам», и та, которая считалась тоже чуть ли там не опора, и все старалась как-то все ближе. Ну, они младшие по возрасту, но все равно. У нее единственная дочь тоже ни с того ни с сего. Вот сегодня я провела ритуал, на следующий день у девочки приключился вообще припадок. Ну, ее положили в больницу, и... Если у ваших врагов, я знаю, Азат, я знаю, что вы смотрели и были в шоке, я знаю. И я хочу вам сказать, что у меня нет ни капли ненависти ни к мусульманам, хотя это были мусульмане, ни к тому народу,
представителем которого они являлись. Никогда не было. Я для того, чтобы ненавидеть людей из-за веры и нации, потому что вот именно такие причинили тебе боль, надо быть малодушным. А я никогда не была малодушной. Я и после этого снимала ролики, я очень много и уважительно говорила и об этой нации, и о людях, исповедующих эту религию. Ни капли, поверите, ни капли агрессии, ни капли ненависти у меня нету, потому что я считаю, что нация и религия, и вообще, люди, да, определенных вероисповеданий или национальностей не должны отвечать за выродков и поступки ублюдков, которых вокруг полным-полно. Понимаете? Точно так же, как я не отвечаю за поступок какого-то гнилого армянина, который кого-то на улице ограбил. Я тоже за его поступок не отвечаю, хотя я армянка. Каждый сам отвечает за себя. И семья отвечает за своих детей, и нация, знаете ли, стесняется, стыдится, но не отвечает. Поэтому вы абсолютно ни капли у меня нету. Мне даже говорить об этом не надо, потому что вы сами это видели и видите. Пойдемте дальше. Так вот, если умирают или получают, скажем так, дети, да, за поступок родителей. Вот смотрите, человек говорит, я пошла, сняла, и у ребенка ее был припадок. Откуда это, почему это случилось? Это значит, что человек пыталась или подлечиться на детях этой женщины, или ненавидела и желала детям этой женщины зла. И когда она сняла, я вам еще раз говорю, духов не обманешь, дорогие мои. Духи все видят, все слышат и возвращают. Духи не будут трогать ребенка, если мать не виновата. Да, мы скажем, ребенок же, он же не отвечает за родителей, отвечает. Когда они хотят вам сделать больно, они затрагивают ваших детей. Это ваша слабость. Поэтому, когда вы чужому ребенку хотите сделать гадость, когда мать это не заслуживает, просто вы делаете, не потому что наказываете какую-то тварь, а просто делаете, то знаете, что как только это снимется, это придет вашему ребенку. Она же делала, вот она получила. Что здесь удивительного? Пойдемте дальше. Ничего там не нашли. Знаете, Инга, конечно, с денежными ритуалами у меня, конечно, туговато, я это понимаю, но я работаю каждый божий день, я каждый день. Когда с денежными ритуалами туговато, себя не насилуйте. Вот почему-то не идет. Отпустите ситуацию. Просто отпустите. Некоторое время отдохните. Делайте ритуалы на сексуальность. Вот. Сделайте ритуалы для себя. Усильте сначала свое... я понимаю, что деньги нужны, им хочется быстрее получить, дорогие мои. Но к слабому человеку деньги не тянутся. Надо сначала самому усилиться, усилить свою энергетику. Тогда деньги потянутся, даже переживать не надо. Но не нужно вот так одержимо деньги тянуть. Вот мне деньги еще надо. Нет, вы тяните энергию для себя. Сделайте ритуал на красоту, на молодость. Делайте ритуал на удачу, на очарование. И когда уже... Вот смотрите, почему я вам говорю. Вот смотрите, вы молодая, красивая, очаровательная женщина. Выходите на улицу, да? И что происходит? Люди на вас смотрят. Вы забираете энергию с мира. Если человек неухоженный, если человек бедный, несчастный, он во всем бедный, несчастный. Потому что он не может собрать энергию для себя с этого мира. Вы сначала наведите очарование, выходите гулять, одевайтесь. Сколько на вас смотрят, столько энергии вы набираетесь. И вот когда вы почувствуете, что постоянное внимание, постоянной энергии, вам хочется жить, вы красивая, интересная женщина, откройте мой ролик «Жить без денег». Откройте и посмотрите, как можно жить без денег. Садитесь, смотрите на природу. Она такая щедрая, красивая, столько гор, столько птиц летает, столько деревьев. Это все щедрость природы, это все количество чего-то хорошего на земле. И ты думаешь, а ведь столько богатства на земле, в мире богатства. Ты открываешь свое сознание и пускаешь туда эту вот щедрость природы. Через некоторое время деньги к вам приходят. Духи хотят, чтобы вы научились сначала без денег жить,
а потом уже с деньгами, чтобы когда к вам деньги придут, чтобы вы не транжирили налево-направо, выкидывая, оценили это, почувствовали. Вот выйдите на природу, посмотрите, какая красота. Там нет в природе денег, там нету деревьев, денег и золота, но они настолько прекрасны. Вы чувствуете, настолько щедрые. Когда человек думает, я без денег, безденежье, везде у меня бедность, безденежье, денег нету, он должен нацелиться, зациклиться вот на этом состоянии, что есть щедрость в природе, есть красота, и без денег прекрасна она, понимаете? И без денег полно богатства вокруг, богатства, очень много всего вокруг. Даже без денег все это хорошо, и вы никуда не пропадете. И все это ваше, эта щедрость, эта красота создана для меня лично, потому что я дитя Вселенной. И вы, когда это почувствуете, деньги к вам придут. Вы должны быть готовы. Оно вам не дастся, пока вы не готовы. Сколько бы вы ни хотели насиловать это состояние, оно вам не придет. Вот как только вы готовы это принять, сразу шандарахнет. И знаете, что думает человек? Ну почему так? Ну, а где были эти деньги? Почему до этого времени я столько делала, просила, работала, их не было? А где они прятались-то? Вот там и прятались, пока ваше сознание не будет готово. Дорогие друзья, вот сейчас вы найдете $1 миллион. Что вы с ними сделаете? Ни хрена не сделаете. Вы запутаетесь, вы не знаете, куда бежать с этими долларами. Что делать? Сюда побежите, туда спросите, там покажете. В конце концов, вас ограбят, и хорошо, если не убьют. А если к этому $1 миллион вы будете идти медленно, сначала $100 заработали, потом 1000 заработали, вы знаете, как ими пользоваться. Потом 10 000, вы знаете, что их можно вложить в банк или что-то купить. Потом $20 000. О, я могу купить хорошую квартиру, купили. Потом пошло еще, а я могу дачу купить. Купили, а я машину могу еще купить, а я могу еще украшения себе купить. И вы постепенно поняли, как работать с деньгами. Потому что многим бедным людям, которые жаловались на жизнь, давали большие деньги. Через года два приходили, они эти деньги просрали, опять бедные. Потому что они не умеют этим пользоваться, они знать не знают. Понимаете, как надо этим пользоваться? Вот о чем. Да, и оно медленно, твое заработано, ты умеешь уже ими распоряжаться, тебе не страшно. Люди боятся, вот смотрите, богатство, дорогие друзья, это ответственность. Ты что-то открыл, тебе надо налоговую идти, тебе надо бухгалтера найти, тебе налоги надо платить, тебе надо за это платить, за то платить. Деньги снимаешь с карты, комиссию плати, деньги получаешь где-то с другого заграничного счета, комиссию плати, выведи через банк, выведи через свою карту, там плати, тут плати, все под контролем. Понимаете, не каждый готов это все и делать, чтобы богато жить. Люди хотят жить богато, но они не готовы к этому, они боятся многих денег. А вдруг спросят, откуда это? А вдруг скажут, что это? Для того, чтобы не спросили, надо открыть ИП. Для того, чтобы снять деньги, которые тебе отправляют, надо иметь, значит, конкретно четкий и официальный счет зарегистрированный, чтобы тобой не занимались, не спрашивали, чего и как, не перекрыли. Понимаете, к этому надо идти медленно. А если вы хотите сегодня и сейчас, это невозможно, потому что вы не умеете этим распоряжаться. Потом смотрите, это ответственность. Машину купила, ставить надо, за парковку плати каждый месяц. Плати налог за машину, бензин наливай, масло наливай, меняй фильтр. Возишь, что-нибудь там слетело, деталь купи. Правда, ответственность. Одно покупаешь, но это требует больших затрат. Дом купила, плати налог, плати за коммунальные, обслуживай этот дом все время. Крыша стекла, поставь новую. Это сделать, это затраты. Для того, чтобы что-то купить, надо уже иметь почву, чтобы это все обслуживать. Иногда людям, знаете, спрашивают, говорят, ой, да нахрена мне эта машина, вон, если надо каршеринг вызову, поеду куда надо, нафиг, мне там это сделать, то делать, в городе ставить негде, везде бибикают, везде полно машин, везде полно людей, вот обслуживание, вот чини машину, вот поставь, понимаете? А человек говорит, а мне не надо, у него 1 миллион, он прекрасно живет, он очень богатый человек, не хочет машину, вот и все.
Не хочу, говорит, не хочу. Мне вот это надо, это лучше я вот найму водителя на своей машине, пусть он возит меня куда надо. Не хочет человек, и все. Вот так ему удобно. Понимаете, не подчиняйтесь вы, скажем так, чего? Ой, да иди ты, Попович, туда на 3 буквы, а лучше на 4. То есть не надо загонять себя в общие рамки. Вот так принято, надо иметь машину, я хочу. Нет, я так хочу, мне так удобно. Вот. И ты можешь нигде не пиши, Роман, а то твои коллеги этим заинтересуются, а им-то лишь бы дай повод денежки поиметь. Сейчас новые рэкетиры вышли на трассу. Называются, кое-как называются. Очень крутые, очень крутые. Очень крутой отряд крылатых сапсанов. Все, пойдемте. Обязательно что-то провожу, я стараюсь, я понимаю, что я учусь, не все у нас может получаться, что-то мы делаем неверно, либо что-то, может быть, забыли, или как-то и повторяем, и все. Вот то, что мужу я заговорила ячмень на глазу, это тоже было. Восстановила ему давление, у него очень высокое давление было, и я решила попробовать, и у него нормализовалось давление. Себе у меня было защемление головного мозга, и я месяц лечилась, и потом были очень сильные боли в голове еще. И после уколов капельницы я себе сделала чистку на кофе. И после этого я даже вышла на работу. Поэтому я очень могу сказать то, что ритуалы, конечно, работают ваши. И Чистка на кофе, дорогие друзья. Да, это точно. Я пошутила, Роман, пошутила. Чистка на кофе, он улучшает мозговую деятельность. Я для этого и дала. Я еще дам кое-что. Очень сильно оздоравливающий. Но вот силы надо набраться чуть-чуть. условно они работают. Я благодарна и силам, и вам, вашей работе, вашим бесценным этим ритуалам, которые помогают нам менять нашу жизнь, нас самих, меняться прежде всего. Мы меняемся, и мы, и в семье, и на работе, и везде. Да, конечно, нужно время. Мы люди такие, которые нам хочется очень быстрых результатов сегодня и сейчас. Ну, понимаем, что так не бывает, но все равно. Да, еще муж у меня проводил ритуал, нам нужно было срочно продать машину, и я ему сказала, что нужно вот провести ритуал, где он отказался от, как там вы рекомендовали, тоже он в машине сам сделал, и машина тоже продалась успешно. Поэтому вот такие вот ритуалы у меня срабатывают. И, с деньгами, с денежными ритуалами маленько. Да, и ритуал я делала денежные на халяву. У меня сын на халяву принес денежку, да, даже 30 тысяч он принес, и я даже была неожиданно. Для меня это был сюрприз. Действительно, да, на халяву. Работают у вас на деньги? Работают. Просто идут медленно. Если бы не работали, вам бы ни халява не дала бы денег, и машина бы не продалась, и на работе бы дела не пошли хорошо. Они работают. Просто люди слышат результаты друг друга, да, и они хотят тоже хочу, вот быстрее, вот мне тоже надо. Но они не понимают, что я проведу тогда, когда планирую. Мне сейчас некогда, у меня сейчас усталость, я должна восстановиться. Они не понимают, что те люди, у которых про результаты которых написано, что они точно так же долгое время, долгое как месяц, 2, 3 иногда, работали над собой, что просто так вот с воздуха им тоже не пришло. А хочется, вот мне тоже хочу, вот там вот сработало, а мне тоже надо.
Так работай, но делать надо. Делать. Да, чтобы побольше взять, да поменьше дать. Так. Здравствуйте, Яна, Инга. Я хочу вам оставить отзыв о своих работах. Ну, в общем, на канал к вам я попала, наверное, как и многие женщины после расставания с мужчиной. Ну, я там не искала, конечно, привороты или еще чего-то. Я слушала психологов. Я слушала лекции, ну, чтобы поставить свои мозги на место. Ну, и таким образом я попала на лекции Инги, там, где она говорила, что лучше, конечно, быть самодостаточной женщиной, чем жить в нищете и бороться за свои 15 сантиметров. Ну, вот как-то и подумала, ну, черт побери, а ведь женщина права. Вот. Очень много узнала по поводу магии. Последних, наверное, полгода, даже больше. Я только и сижу на вашем канале. Вот. Я подумала о том, что когда-то я обратилась к бабушке. У меня очень долго уписывалась дочь. Вот. И я... Вы не имеете никакого права гала-гала делать своим детям ритуалы. Я об этом говорила и повторяюсь еще раз. Никакого права вы не имеете делать за кого-либо, за ребенка, за мужа, за еще кого-нибудь. Где можно шептать для своих детей, где есть материнское право просить через свою кровь и генетику для своего ребенка, об этом я уже сказала. 500 раз говорить не буду. А в остальном каждый человек. Ой, грех, Найля. Очень большой грех работать в виноводочном производстве. Я тебе советую кинуться с моста и освободить мир от таких, как ты. Потому что вас очень много стало в последнее время. Слушаем дальше. Обратилась, и я к ней пришла три раза, и она вот сейчас это я понимаю, что это был заговор, и она с помощью заговора это сделала, что она перестала писаться. Вот до сих пор, ей 23 года, тьфу, ничего вообще не изменилось после этого. Ну и подумала, ну бабушка же смогла помочь мне. Вот, я сделала ритуал на 100 тысяч. Вот, автором которого является Инга. Вот. И я сделала этот ритуал, смотала сверток, перевязала красной ниточкой и спрятала его. Вот. Это римский ритуал, наверное, приехала с отпуска, я нашла еще одну работу. Я отучилась на татуажницу, мастера по татуажу. Ну вот... В принципе, у меня зарплата, конечно, не 100 тысяч, но около этого. Поэтому я подумала, что ритуалы же действительно помогают. Прошло время, я как бы не стала засекать, сколько там это прошло, но все равно результаты есть. Я очень часто читала ритуалы Фортуне. Вот открывала окно прям с самого утречка там или поздно вечером. Вот. Я читала ритуалы Фортуне. Я не знаю, какие из них помогли лично, но я все это делала там в комплексе, как бы сказать, нет, но я в основном Фортуне читала ритуал. Вот. Но потом, когда нашла вот эту вторую работу, я же нашла свиток, который спрятала. Вот, и подумала, что ритуалы это действительно действенные. Вот. И решила, первая зарплата моя будет, это я должна обязательно обратиться к Инге. Вот. Но что-то происходило со мной невероятное. Вы знаете, мое решение было твердым, но начали болеть зубы, начала идти сыпь на лице. Как я и говорю, не пускают определенные силы. Не пускают, потому что им не выгодно, чтобы вы это все пришли и убрали сразу.
Ну, естественно, я ходила к врачу, там, удалила этот зуб, который меня тревожил и так далее. А все равно думаю, все равно надо обратиться к Инге. Но после того, как я обратилась, ну, Инга и сказала, что у меня там перекрыты все дороги. Вот, я надеюсь, что после того, как Инга со мной поработает, эти дороги откроются еще больше. Естественно, если уже ритуалы в таком состоянии, но помогают, ну уж тем более, когда это препятствие убирается, оно, конечно, работает еще больше. Большое спасибо вам. Благодарю за ваши труды, за ваши знания. Очень много чего я для себя узнала на вашем канале. Спасибо большое. Для чего я вам говорю, дорогие друзья, чтобы вы изучили канал, прежде чем, скажем так, прийти сюда. Потому что вы уже понимаете, куда идете, кому идете, что надо, как. Вы еще мой характер крутой, не забывайте. Можете подвернуться под горячую руку, если у меня настроения нет. Потому что мне всякие пишут, на нервы действуют, и я не успеваю все это сделать и так далее. Дорогие друзья, я не буду вас утомлять. Вот эти звуковые остальные сохраню и буду по очереди иногда снимать и показывать для того, чтобы вы, скажем так, вдохновились примером людей и не боялись менять свою жизнь. Даже сейчас отмечу при вас. Так, отмечу, чтобы помнить, который из них последний был. Все. Замечательно. Теперь меня ждет Ксения. Не буду заставлять ждать. Мы будем, да, вот так в прямых эфирах обсуждать и говорить, потому что их слишком много, их сотни. И за один раз это все не покажем. Я пойду на встречу с Ксюшей, сниму нашу красавицу на видео. Посидим немного. Не планировала, но человек через Москву. Кстати, тоже после работ она вот получила такую должность начальника и все время едет курировать, контролировать в разные страны. Знаете, тоже вот улетать в разные страны, видеть страны, мне кажется, тоже приятное занятие, правда? А кто вам сказал, что вам должно быть стыдно, что ритуалы у вас работают? Перестаньте глупости, не болтайте, пожалуйста. Прекращайте. Вот. А что касается дерьма группы, которая все время срывала мои прямые эфиры, просто дело в том, что я всегда заходила, отключала лайки, дизлайки с компьютера. Сейчас просто неудобно это все ставить, и поэтому я как-то забыла про это. И я говорю: Ян, хочешь там, если что, вот зайди ты и отключи, если будешь дома. А если не успеваю, например, да, скажем, естественно, они накручивают, а потом сливают эфир. Вот сейчас я им хочу вот кое-что показать, такое хорошее, вот интересное, такой древний знак, называется вигвам. Вот после этого вы хрен мои эфиры сорвете. Как говорится, на выкуси, однако. Мне вас, ну, не то что жаль, но жалко как людишек, потому что у вас больше других занятий в этой жизни не существует, как вот этой ерундой, фигней заниматься. Занимайтесь этим дальше. Вы тем самым подписываетесь под свою никчемность и еще раз доказываете миру, что у вас задница горит синим пламенем, знаете. Но я могу вам подарить огнетушитель. Мы вообще можем скинуться всем каналам и купить вам несколько огнетушителей, что когда у вас жопа будет гореть, тут же, вытащить с кармана и потушить. Потому что иначе, я чувствую, жареным пахнет уже. Все, дорогие друзья, всем удачи. И как там у нас дядь Митя пел, да? Врагу не сдается наш гордый варяг. Вот. В общем-то, вот такие-то дела, товарищи. Все, всем удачи и до встречи.